она оказывает влияние на развитие эмбриона. And that part from the father not on the physical level but on the higher level, that will enter this child the moment when the child is being delivered at that time. И вот эта часть, она присоединится к тому, что находится в чреве матери в момент рождения. So therefore, in these sciences, in the Ayurvedic science also, поэтому вот в этой науке, в частности в аюрведической Ayurveda is not only the science of disease and medicine, but it is also a science which gives how you have to make every aspect of your daily life, including the pregnancy and childbirth. Аюрведа – это не только наука о заболеваниях и здоровье, это также и наука о жизни, о том, как нужно какие-то вещи делать, в частности, зачинать детей. Because pregnancy is one of the most important things which elevates the consciousness of the woman to the level of the motherhood. Потому что беременность – это очень важное время, когда сознание поднимает, когда женщина повышает свое сознание на уровень материнства. Because that is a process of transformation. Потому что это процесс трансформации. Before they got married, they were man and woman. До того, как они поженились, они были мужчиной и женщиной. So through the ritual of marriage, they are transformed into husband and wife. Через ритуал свадебный они превратились в мужа и жену. And now they are transformed into father and mother. А теперь они превращаются в отца и мать. Слово превращаться нужно как-то подчеркнуть. Они трансформируются, да. Это происходит преобразование. Преобразуются. So this is what the nature, the forces of nature bring a transformation in us through this relationship. И это как раз силы природы, которые делают вот эту трансформацию внутри нас. And it is in the Vedic mantras it is explained that И в ведических мантрах это объясняется. the child is the reflection of the father. Что ребенок – это отражение отца. And the mother is the surface of this reflection. А мать – это поверхность этого отражения. So the mother is called the field, the father is called the seed. Мать называется полем, а отец называется семенем, семечком. So without the field, the seed cannot germinate. Без поля семя не может прорасти. And so it is both the seed should have a good quality, the field also should have a good quality. И семя должно иметь хорошие качества, и у поля должны быть хорошие качества. У почвы. And during pregnancy, how the parents have to behave also very, very clearly explained in the sciences, especially in the Ayurvedic science. И в аюрведической науке, и в других ведических науках описывается очень четко, каковы должны быть взаимоотношения во время беременности. Because the whole procedure of the ritual that is followed to bring these couples together to get pregnancy, in that ritual also it is explained that they should make their vehicles pure. И самое важное это то, что они должны сохраняться в чистоте, как бы, должны соблюдать, не соблюдать. And this purity. Они должны оставлять свое тело, поддерживать свое тело в чистоте. And this purity can be maintained only when you follow
to make one partner, one relationship. И эта чистота может поддерживаться только если один партнер в одних взаимоотношениях находится. Один партнер и одних Только взаимоотношений. если только один партнер. Только один партнер. И только одних взаимоотношений. And during, so with this purity, if the pregnancy is attained, И когда беременность наступает вот с этой чистотой, then there will be a proper development of the child in all the levels. тогда будет правильное развитие ребенка на всех уровнях. And during the pregnancy, А во время беременности it is both of them, both husband and wife, they should have an attitude towards the coming child, not for their personal likes and dislikes. а во время беременности они оба, и муж, и отец, и мать должны в большей степени уделять внимание нуждам, потребностям ребенка, нежели своим, то, что мне нравится или не нравится. So they should maintain a very perfect harmony between them. И для этого нужна совершенная гармония между ними. Because any sort of disharmony will create disturbance in the energy levels of the child. Потому что любая дисгармония создаст нарушение на энергетическом уровне ребенка. And the woman during pregnancy И женщина во время беременности should avoid any such sort of instances where she is confronted with disharmony and with grief, with any sort of such disturbance on psychological level. И женщина должна избегать таких обстоятельств, в которых она будет сталкиваться с горем, с какими-то тяжелыми переживаниями. So physically she should be active in her work. Она должна быть достаточно активной в своей работе. And mentally she should be tranquil. А ментально она должна быть находиться в равновесии, в спокойном состоянии. So therefore, because if you read or if you happen to see all the, for example, when you look into the programs in the movies or something where there is much fighting, crime, and all these things, that will have effect on the developing child. Например, если смотреть какие-то фильмы, где борьба идет, рыдания какие-то, все вот эти эмоции негативные, это будет влиять на энергию ребенка. And emotional excitement also is to be avoided. И также нужно избегать эмоциональные возбуждения. And about nutrition, she has to maintain always a fresh food and non-preserved fresh foods. И что касается питания, она должна есть свежую пищу, не консервированную.
and balanced food. И сбалансированное питание. Mostly, if you maintain a sattvic type of food, И если получается, то лучше сатвическую еду. then you can maintain the mental balance. Тогда вы сможете удерживать ментальный баланс. And another thing which is also very important is, which is explained in Ayurveda, that during the pregnancy time, a sexual intercourse is to be avoided. Еще одна вещь, которая четко говорится в аюрведе, что во время беременности нужно избегать секса, сексуальных отношений. Excuse me? Can I ask a question? It is not about, Да пусть спрашивает, я переведу. it is not about the pregnancy, but about sexual relationship in other time. If the like it is known that you can make a baby only in a certain time of a cycle, and if you like make sexual relationship in other time, knowing that you will not get a child just because you want to be connected with each other, is it pure, or should you also not do it? Because it's connected to the things that you just said about sexual relationship during pregnancy. Это не про беременность, а просто, если, например, пара уже живет вместе, и понятно, что беременность наступает только когда вот у них физическая близость в определенный период цикла. И если, например, вступать в близость в другое время, это также как бы достаточно чисто, или этого тоже надо избегать? Потому что это связано с тем, что он только что сказал насчет сексуальной близости во время беременности. Yes, because in other times than pregnancy, other times, yes, there are you can find the periods, the times when you want to avoid pregnancy, but you want to have the sexual relationship. So, the sexual relationship, first of all, the purity of sex means not to be away from sexual relationship, but sexual relationship when it is indicated as a need from the body, because the body can indicate just like hunger, just like thirst. There are also indications from the body. То есть вот это само желание иметь сексуальную близость вне зачатия ребенка, оно тоже является одним из индикаторов тела, то есть как бы показатель. Одной из потребностей, да? Одной из потребностей тела, да, так же как, обозначает вот эту потребность тела, так же как голод, жажда. So from the indications from the body, then you can make this sexual intercourse according to this indication, and when it is not according to just for pleasure and desire, then it is pure. Then there will be no problem. And this you can plan according to the periods to avoid the pregnancy. Then you have to plan for that. You must know the rhythms of the body. Я
Я поняла, что если ты удовлетворяешь свою потребность, потому что потребность в сексе тоже возникает в теле, то это нормально. Есть периоды, когда нужно избегать, это во время беременности, во время месячных, а в остальное время в своей семье по возникновению потребности ты это делаешь, потому что тело дает тебе знать. И основное он сказал по поводу чистоты еще до этого, что как бы чистота это сохранять сексуальные отношения вот с этим одним партнером, вот в этом чистота. Нет, не только в этом чистота. Ну не только в этом, но Это вот там условие. но он сказал, что вот эта чистота. So this is what we have to remember is that if the sexuality is used as need of the body, then it is according to the law. If it is used only for pleasure and desire, then it is not in accordance to the law. That is the only thing. То есть если сексуальные взаимоотношения, они отвечают потребностям тела, то это согласно закону. Удовлетворяют потребности. Удовлетворяют потребности тела, то это согласно закону. А если они удовлетворяют наши желания наслаждаться, то тогда это уже нарушение. Да. So the purity of this can be maintained when you maintain only that the same partners who became husband and wife, and you can maintain that, then you can have also the biological purity also. И также чистота – это то, что мы сохраняем отношения с одним партнером, который является нашим мужем или женой, и отношения, они как бы вот в этих биологических потребностях сохраняются. The impurity always starts from the mind. Нечистота начинается в уме. It is just like, for example, when you keep thinking of eating when it is not time for food. Это точно так же, когда вы начинаете думать о еде, пока еще нет времени, не время еды. Нет. Когда вы думаете о еде, при этом есть не хотите. Вы фантазируете о еде. In the same manner also about sex, where if your mind dwells on sex thoughts and when it is not needed, when it is not time for that, then that is the point of disturbance and it makes impurity. Когда не время. И когда, например, также ум думает о том, о каких-то сексуальных представлениях, чтобы там представляет себе, то когда этому времени наступило, то это не чистота как раз. Когда он планирует, когда времени наступило для тела. The girls are asking how to discriminate in between needs and desires. You know, when you start observing the known things, for example, about food, about drink, about rest, about sleep, then you can also know about this also. Когда вы начинаете узнавать, наблюдать. Suppose. Я перевела вопрос девушек насчет того, как же, кто-то из вас сказал, как понять, где эти желания, а где потребности. Just for example, when you want to eat something, you can eat, that's not a mistake, but before eating, you just find out whether you are eating only for the pleasure of the taste of the food, or whether you are eating because your body is indicating through hunger, you feel hungry, or you are not feeling hungry but you want to eat only for pleasure. So like this you have to keep observing yourself. Вы продолжаете наблюдать за собой, и, например, с едой вы можете уже наблюдать, что вот вы сейчас едите, и вот то, что вы едите, это от того, что вы чувствуете голод, и вам тело показывает, дает вам знать, что вы голодны, или потому что вам вкус нравится и хочется побольше вот этого съесть. И тогда вы будете наблюдать
с разными другими потребностями, со сном, Жажды. с жаждой, да, со всеми вот этими потребностями, после этого вы сможете увидеть и вот с этой потребностью, как And понимать. this discrimination you can make when you practice observing your mind. И также это отличие вы сможете заметить, когда вы просто будете наблюдать за своим умом. Generally we use to observe other things with the mind, but you are not trained to observe your mind. Обычно мы наблюдаем все другие вещи вокруг нас с помощью ума, но мы не привыкли наблюдать за своим умом. So that is what we have to practice. Это как раз то, что нужно практиковать. So through pranayama, that is what we are learning, how to observe your mind. И с помощью пранаямы и всего, что мы здесь проходим, мы как раз обучаемся наблюдать за умом. So therefore, during pregnancy, the development of the child physically and also more and psychologically depends upon how the parents behave. И таким образом, что касается беременности, то, как будет развиваться ребенок, зависит не столько от того, от их психологического уровня, сколько от того, как родители ведут себя по отношению друг к другу. So if the parents have, you find some parents who always have disharmony, fighting, arguments and all these things, then that will affect their child. И, например, есть такие родители, которые все время спорят между собой, что-то доказывают друг другу, ведут себя негармонично. Однозначно будет эффект на ребенке. So a harmonious, balanced behavior of the parents is important for development of child. Таким образом, гармоничное взаимодействие между родителями развивает ребенка. Имеет большое значение. Имеет большое значение для развития ребенка. And also avoid over-medicating. That is, in the modern times, that is a big evil. И в современное время это большой демон, который присутствует, это медицинские вот эти все пилюли, которые мы пичкаем. During pregnancy, nowadays, there is so much of Зло. over-medication. Это Все эти избыточное избыточное использование лекарств – это зло для ребенка. So this is another thing, because if you medicate, if you apply so many medicines on the body during pregnancy, this will affect also the child. И от того, сколько лекарств принимает женщина во время беременности, также влияет на ребенка. So this is because when you keep balance in your diet, in your rest and all these things, then there is no need for so much of medication. Если вы сохраняете баланс в питании, в деятельности, вам не понадобится столько лекарств. And your physical practice of some exercise and all these things will also help you to have a normal delivery. И также физические упражнения, есть такие физические упражнения, которые помогут вам с самим рождением, с процессом родов. So nutrition, Питание. that is also very important, and then the psychological balance. Питание очень важно, и также психологический баланс важен. This throughout the time of pregnancy you must always try to keep perfectly. И это тоже во время беременности нужно за этим четко следить. So in Ayurvedic texts you find all the details, what you have to follow with pregnancy, all these are given in a very detailed manner. И в науке аюрведы очень четко прописывается, как нужно вести себя во время беременности. This This is given under the heading in the
Ayurvedic text Kaumara. Вот в таком аюрведическом тексте, который называется Каумара, Britya. бритья, это записано. This is one of the branches of Ayurveda, pregnancy, pregnancy and childbirth. Это такое направление аюрведы, Kaumara Britya. Каумара бритья. Там направление аюрведы, которое говорит про беременность. So both the parents should be ready to make to sacrifice some of their personal feelings and personal emotions for the development of the child. That is important. И таким образом очень важно, чтобы родители были готовы жертвовать какими-то своими личными эмоциями. Что он сказал? After the childbirth also, И что касается ребенка также, После родов также. then also the development of the child, that is for that also they have to work out in a very harmonious manner. они точно так же должны взаимодействовать гармонично после рождения. Otherwise the behavior of the child will be very much affected. В противном случае это очень сильно повлияет на поведение ребенка. And during the time of delivery also, А в момент самих родов также there are certain procedures which are prescribed. предписаны определенные процедуры. There should be a very harmonious music, should be either the harmonious music or any chanting of the rhythmic mantras. This is recommended during the time of delivery. Очень рекомендуется либо гармоничная музыка, либо пение, чтобы сохранять пение мантр, да, которые несут в себе ритм. Во время самих родов очень важно, чтобы это было. Any other sounds which are strong or disharmonious sounds from the time of delivery for 6 hours after delivery, this will have an effect on throughout the life of the person. Потому что любой звук, который будет громче вот этой музыки или пения, он в течение 6 часов от самих родов до 6 часов, тот, который ребенок услышит, он будет иметь эффект на всю жизнь этого человека. Because the first 6 hours, Потому что первые 6 часов they govern many changes in the life of the person. эти первые 6 часов управляют многими изменениями в человеке. Во всей жизни человека. Во всей жизни человека. Давай ребенка, и мама не показывает, почти 6 часов надо мальчик. For all these 6 hours, it is important to hold music or sing. Generally, during pregnancy also, this good harmonious music, if the mother keeps listening, that will help very much for the. In these 6 hours, in these 6 hours, especially good music is important, because otherwise other sounds, for example, if there is a strong hammer sound or strong sound of something like, so that a big like a bang like this, that will be recorded in the consciousness, and that will make its effect at the later age. Да, и вот эти 6 часов, вот именно очень важно, чтобы вот эта музыка была
или что-то, потому что любой звук, который громкий, который будет громче музыки, звук молотка,